Всем привет, друзья! Вот, вчера ночью прилетели в Доху, это Катар, как город-государство. Хотел вам рассказать несколько очень интересных фактов про этот город и эту страну. Она очень маленькая страна, всего населения около 250 тысяч катарцев. Самая богатая страна в мире. ВВП на душу населения составляет $127 тысяч в год. Это очень много. Как вы знаете, в 2022 году здесь собирались провести чемпионат мира по футболу. И вот мы сейчас едем на стадион Aspire, там академия. А сегодня будет матч Катар играет с Непалом. У нас там друзья, мы с друзьями сегодня видимся и пообщаемся насчет футбола и не только. Вот. Но смотрите, вот на организацию чемпионата мира по футболу они инвестируют, они строят 8 стадионов всего больших. И это тоже такой интересный факт, что, наверное, это единственный город в мире. Во-первых, это первая в истории азиатская страна, которая целиком полностью проводит чемпионат мира. Вот раньше в азиатской части проводилась только Япония и Корея, но это там две страны принимали чемпионат мира. Вот. Но Россия, она больше, она европейская страна и азиатская, но в азиатской части формально там ничего не проводилось, если только не считать Екатеринбург. По-моему, Екатеринбург уже там за Уралом, это уже азиатская часть относится. А так это первая еще такая мусульманская страна в основном, да, которая принимает чемпионат мира, что тоже очень интересная статистика. Только в самом городе Доха минимум 4 или 5 стадионов будет, которые будут принимать чемпионат мира. Еще 3 стадиона построят чуть на окраинах города. Это тоже очень примечательный факт. Я сегодня разговаривал с одним человеком, он очень информирован, скажем так, и привязан таким шейхом. Вот, я думал, сколько там, миллиардов 50 инвестирует в это мероприятие. Он говорит, нет, там, наверное, больше, там до 100 миллиардов доходит. То есть, учитывая, что они вообще хотели стадионы строить, там, не знаю, что-то не с кондиционерами, там вообще с ума сойти. Вот, поэтому это очень огромная инвестиция, и это вызывает уважение. Это, смотрите, очень маленькая страна, когда и проводят такое мероприятие, столько денег инвестируют, столько души, энергии, любви они в это вкладывают, что просто это вдохновляет. О чем говорит? Что если бы кто-то, не знаю, там сколько лет, 10-15 назад, что сказали бы, что вот в Катаре пройдет чемпионат мира, все бы сказали, что вы вообще сумасшедшие. Мусульманская страна, маленькое государство, по сути, как город-государство, принимать такой чемпионат, это просто нереально. Но, как часто люди думают, что если и у них будут ресурсы, там, грубо говоря, деньги, то они могут решить любые проблемы. Это не совсем так, потому что деньги на самом деле это важно, но не самое главное, что необходимо для достижения каких-то очень больших амбициозных целей. Важно вот именно такая находчивость, изобретательность, страсть, энергия, любовь. Вот эти все очень качества, они очень важны для того, чтобы можно было добиться каких-то больших результатов. И по сути, вот смотрите, Катар делает своего рода историю. И лично для меня я очень восхищаюсь руководством этой страны за их смелость. Смотрите, тут все арабские страны, основные крупные игроки, включая Саудовскую Аравию, они блокировали, у них там свои какие-то внутренние разборки. Мы в это не вмешиваемся, мы со всеми дружим, и Саудовская Аравия со всеми дружим. Но у них какие-то свои разборки пошли, кто прав, кто виноват, но не нам, это действительно не важно. Вот, но им страны строили очень такую мощную экономическую блокаду, и что они? Они раньше очень много экспортировали разные продукты, почти все было импортировали, то есть все импортировали, и в том числе и Саудовскую Аравию. Теперь, конечно, они импортируют с других стран, там, с Турцией, они дружат хорошо с Оманом, с Кувейтом. Вот эти страны, это их союзники в регионе,
И сейчас как бы очень много они привозят оттуда. Но что еще интересно, они сейчас полностью за сколько там, почти 2 года блокада длится, они научились полностью себя обеспечивать, допустим, молоком. Они тупо привезли коров и организовали огромные хозяйства, и теперь они как бы у них свое молоко, что очень даже интересно. Поэтому у них стратегия понимания, хотят минимально зависеть от других стран, они хотят обеспечить свою продовольственную безопасность, поэтому и не только продовольственную, вообще другую безопасность, они хотят себе организовать все производственные линии, индустриализацию определенно провести. Они сейчас полностью они зависят на газе и на нефти, основные источники, они зарабатывают на это очень большие деньги ежегодно, много-много миллиардов. Вот, поэтому у них такая стратегия диверсифицировать свои источники доходов, поэтому они инвестируют в какие-то другие страны, и они организуют производство здесь. Окей, мол, торговый центр. Village. Окей, это один из топовых торговых центров молов, называется Villaggio. И что очень прикольно, здесь имитировано как будто небо голубое. Это понятно, что это небо голубое. И тут это такая, как типа, даже есть маленькая Венеция, где люди там на лодках, на гондолах катаются. التمريرات التي ربما يعني تفتقد للدقة في كثير من الأحيان. وحكم المباراة ماذا يقول؟ إلى ماذا يشير؟ هل هي ركلة جزاء أم أنه يرى بأن نعم ركلة جزاء؟ ركلة جزاء للعنابي في هذه اللحظات عند دقيقة بالطريقة، وبالتالي سقوط حسن. نتابع، يتقدم، يضع الكرة في الشباك، العنابي يسجل أولا.